Господи, смотри, какой злюка. Кусают, кстати, вот больше чувствуется, чем когда полозята кусают. А эти хоть и мелкие, и зубы маленькие еще пока, но они такие остренькие, прям чувствуются, как иголочками в тебя несколько сразу. Тоже хочет меня сожрать. Более красная голова только. Ай! Ну вообще. Всем привет! Сегодня мы продолжим рассказывать вам про садовых удавов. Будет принудительное кормление. 7 хорошо едят, а вот 2 последних, они так и не захотели есть. Мы их кормили и пытались кормить и крысами, и мышами, и заморозкой, и живыми. И они идут полный отказ, вообще не хотят. То есть один там, он хватает, но почему-то всегда отпускает. Вот, и не ест. Второй вообще не хочет. Куча ленек висит. Сейчас будем пытаться кормить первый раз. Посмотрим, что у нас из этого получится. Причем кормить я буду их сейчас разморозкой. И не мышат, а маленьких таких вот крысят. Господи, хватит на меня кидаться издалека. Чего такого, господи. Чего я спрашиваю, дергаюсь? Непонятно. Помните меня. И вот я хочу попробовать сразу с крыс. Посмотрим, что получится из этого. Ну, какой один злющий. Злющий. Второй поспокойнее. Ой, ты сказала поспокойнее. Так, ладно. Тоже выползу. Дашь мне его забраться или что? Или ничего не дашь мне? Да. Итак, крысята, голыши, но, как видите, очень-очень маленькие такие вот родились. И я решила, что хорошо подойдет. Попробуем их сразу с крыс кормить. Вода очень теплая, я их подогреваю, чтобы они были теплые-теплые. И что мы еще сделаем? Маленький фокус. Мы сделаем вот так вот. Отщипнем у размороженных крысят кусочек кожи с головы. Так они будут более аппетитными для наших удавов. Видите, какие маленькие, совсем как мыши прям. Но крысы. А если они сразу съедят, то не будет проблем с переходом с мышей на крыс. Но это так, эксперимент, конечно. В общем, сейчас попробуем. Сейчас сначала попробую 2 покормить, которые в терре сидят. И причем буду кормить их с 2 пинцетов одновременно, чтобы они не кидались на одну мышь вдвоем. Не схватили случайно одну мышь вдвоем и не сожрали потом ходом друг друга. Вот я держу в 2 руках по мыши. Один схватил. Сейчас мы второго. Давай, хватай. Так, один отпустил. Он может опять-таки начать смотреть на своего брата. Сейчас мы ему еще раз предложим голыша размороженного. Вот, давайте. Не надо смотреть на чужую. Каждому свою. Один схватил за голову. Смотри, свернулся и будет есть. А ты чего скажешь? Ты боишься? Боится мышки. Чук-чук. Ну, а на агрессию не хочешь, да? Боишься. Ну, не бойся. Давай-ка ты будешь хорошим. Не хочешь быть хорошим? Прячется. Прячется. Мы, наверное, его тогда отсадим, чтобы у нас потом не было, кто же из них поел, а кто не поел. Иди-ка сюда ко мне. Попробуем еще раз предложить. Не хочет, он вообще игнорит. Не хочешь, не надо. Покормим по-другому. Но тот схватил уже. Это значит, что они способны, в принципе, съесть крысят. Не только мышей. Тихо. Не злись. Не бойся. А этот заглатывает. Вон он уже голову глотает. Умница. Умница. С первого раза разморозка, да причем еще и крысеныша. Хороший. Но он очень агрессивный был. Но вы заметили, он все кидался. У них такое бывает, что те, которые поспокойнее, они более трусливые и, соответственно, не так охотно едят. Могут бояться сначала кормовой объект. Но ничего, мы найдем к каждому подход. Постараемся, по крайней мере. Мне нравится в кормлении некоторых змей прибегать к такому фокусу. Приближать к ним кормовой объект, а потом удалять, как будто он убегает от него. Не хочу их мышами кормить. Ты приведешь потом на крыс.
Они пару месяцев поедят вот этих мелких поросят, и потом уже на обычных стандартных голышей крыс перейдут. И тогда будет просто не жизнь, а сказка уже. И разморозку таких живых. Ну, если кто-то будет отказываться, тогда уже будем думать, предлагать живых, предлагать мышей. А кто будет хорошо есть, те будут молодцы и будут есть то, что дают. Малыши уже подуспокоились, большая часть вполне себе такая адекватная. Ну, если их специально не злить, не бесить, то вполне себе они такие вот, такие уже нормальные, хорошие, вполне себе адекватные. Ну что, начнем? Сначала мы попробуем покормить их полупихом. Посмотрим, что у нас из этого получится. Для этого нам нужно взять около головы змею и постараться... О, она отпускает. Все время будешь, да, отпускать? Давай, маленький. Тебе нужно покушать. Давай. Может, сейчас сообразит? Нет, не хочет. Видите, он не хочет. Пихаем его до конца. Он вот, это тот, который кусает, но не ест. Кусает, и живых он мышей душил, а есть он их не ел. Придется вот так вот нам пропихивать ему. Не кривься. Он хочет обратно его. Но мы ему не дадим обратно. Потому что нам надо его покормить уже в конечном итоге когда-нибудь. И кушать-то надо, друг мой дорогой. Надо кушать. Вот так потихонечку, самым маленьким пинцетом мы это делаем. Вот так. Вот так. Мы пропихнули сюда. Но мы не дадим ему срыгнуть. Будем пихать дальше. Он пока что выплюнул бы. Даже сейчас. Потихонечку вот так вот мы ему будем проталкивать в горло. Дальше к желудку. По пищеводу. Ему это, конечно, не очень нравится, но не умирать же ему с голоду, правильно? Ничего не поделаешь. В некоторых садовых так с садовыми приходится так поступать, потому что они не хотят по-другому. Нет. Будем пихать, друг мой, до самого победного, чтобы ты это не срыгнул, чтобы ты поел. Это не самое приятное зрелище. Ничего тут не скажешь. И змее не особо нравится, но я думаю, что лучше для нее так, чем умереть от голода. Потому что она с дуру не ест. Этому уже лучше стало, мы уже почти пропихнули. Он уже может, даже бы ее не срыгнул, но мы все-таки пока что еще пропихнем ему подальше, потому что он прям вот старается. Сейчас посмотрим, потому что у него уже началось инстинктивное движение. Вот он сейчас уже мне сам помогает. Вот он уже пропихивает сам. Вот он, видите, он здесь толкается сам и пропихивает мышь внутрь. Вот он пихает сам уже. Молодец. Что скоро будешь есть сам. Так, и второго сейчас предложим съесть это дело с полупиха. Не меня, дурачок. Не меня. Жопа ты. Да блин, понятно, да, ты такой злой. На, кусай. Кусай, на. Не хочешь, да? Хочешь выплюнуть? Не выйдет выплевывать.
Все с тобой ясно. Ты будешь как твой друг. Вот так. Сначала мы протолкнем тебе его. Вот так. Не торопясь. Просовываем. Чтобы это было более естественно. Чуть-чуть. Не настолько медленно, конечно, как если бы он ел сам. Но все-таки стараемся не слишком сильно торопиться. Вот так. И начинаем пропихивать. Так. Давай, мой друг мой. Мышку какое дерьмо взяли. Суточную, очень-очень маленькую. Это и является, в принципе, проблемой при искусственном вскармливании, что змеи едят кормовые объекты меньше, чем если бы они ели самостоятельно. И пропихиваем. Он, кстати, пока что не так сильно сопротивляется, как тот первый. Потихонечку. Но он особо не сопротивляется. Сейчас посмотрим, откуда он начнет пропихивать. Он уже вот, видите, делает движение, чтобы пропихивать, а не выплевывать. Вот видите, он шею как изогнул. Потому что он сам тоже пропихивает еду. Мы ему так чуть-чуть помогаем. Лучше, чем тот, который сопротивлялся все до самой середины. Но все-таки хочу проследить. Ну вот, в общем-то, мы ему почти уже до самого желудка пропихнули. Дальше он сам справится. На искусственном кормлении многие змеи, они особо не растут, то есть очень-очень медленно растут. Некоторые змеи вообще практически не растут, а плюс стресс, это все не очень хорошо. Таких змей я бы вам не рекомендовала покупать. Если вы новичок, то уж точно не стоит. Давай расти, будь умным и ешь сам. Все. Ну все. Ну что? Точно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за нашими новостями. И спрашивайте в комментариях, если есть какие-то вопросы. Мы всегда отвечаем. Пока-пока.